Всем привет моим подписчикам и гостям канала Hector. В этом обзоре мы рассмотрим робот-пылесос Yeti K650. Это один из самых дешевых роботов-пылесосов, который можно подключить к Wi-Fi и управлять через мобильное приложение, находясь в любой точке мира. K650 умеет пылесосить и мыть пол одновременно, имеет 4 уровня мощности всасывания и 2 сменные турбощетки. У него есть ряд преимуществ, которые оценят владельцы домашних животных. Также данная модель поддерживает магнитные ленты, с помощью которых можно ограничить зоны уборки помещения. Ссылку на робот-пылесос Yeti K650 указал в описании под видео. Yeti K650 поставляется вот в такой коробке. Вверху примотали маленькую коробочку, в которой должна быть магнитная лента. Заказывал дополнительно. Давайте посмотрим. Да, магнитная лента длиной 3 метра и шириной 2 сантиметра. В комплекте есть крепление для формирования угла и инструкция. Распакуем транспортировочную коробку, затем основную. В комплекте зарядная база. Когда база подключена к сети, в верхней части горит зеленый светодиод. Справа находится разъем для подключения к сети. Снизу наклеены 4 противоскользящие накладки из резины. Адаптер питания на 19 вольт, выдает ток 0,6 ампер. Этого достаточно, чтобы полностью зарядить батарею за 5 часов. Длина кабеля 1,5 метра. Толстенная инструкция на разных языках, в том числе на русском. Две боковые щетки отмечены разным цветом. Сменная центральная щетинисто-лепестковая турбощетка. Запасные фильтры, поролоновый и HEPA. Насадка с закрепленной многоразовой салфеткой из микрофибры и 5 одноразовых салфеток для протирки пола. Yeti K650 имеет хорошее качество сборки. Корпус сделан из твердого матового пластика, приятного на ощупь. Верхняя часть выполнена из закаленного стекла, смотрится невероятно стильно и богато, а самое главное, защищает робот-пылесос от когтей домашних животных. Интерфейс робота прост, одна кнопка в виде логотипа компании, отвечающая за запуск и остановку уборки. Все остальные функции доступны через приложение Yeti, которое вы можете установить, отсканировав QR-код. Рядом с кнопкой расположен индикатор Wi-Fi. В передней части находится подпружиненный бампер. В случаях, когда происходит столкновение, он моментально останавливает движение робота, а благодаря 2 резиновым полоскам по периметру бампера не портит мебель. Под черной полоской находятся ИК-датчики обнаружения препятствий и зарядной станции. Сбоку находится переключатель питания и кнопка сброса настроек, чуть ниже отверстие динамика. С другой стороны находится ТОВ-датчик для точного проезда вдоль стены и воздуховыпускные отверстия. На нижней части расположен поворотный ролик, изготовлен из черного упругого пластика и белого жесткого. Такое исполнение необходимо для фиксации движения пылесоса с помощью оптического датчика, расположенного под роликом. Для бюджетника это большая редкость. Контакты для зарядки, 4 сдвоенных оптических датчика перепада высоты, благодаря которым робот-пылесос может избегать падения со ступенек. Сюда вставляются боковые щетки, левая и правая помечены разным цветом. 2 подпружиненных ведущих колеса диаметром 60 мм, оснащены резиновыми покрышками с небольшим протектором. Ход колес 20 мм. Благодаря этому робот-пылесос может преодолевать пороги до 20 мм в высоту. Под крышкой находится литий-ионная батарея 14,4 вольта емкостью 2600 мАч. По центру расположена основная щетка, прикрытая защитой от наматывания волос. Для лучшей адаптации к различной поверхности эта защита имеет небольшой ход. По умолчанию установлена силиконовая турбощетка, на которую меньше наматываются шерсть и волосы, и она проще в обслуживании, так как имеются съемные наконечники. Вторая V-образная лепестково-щетинистая турбощетка предназначена больше для ковров. Наконечник снимается только с одной стороны, и можно вытащить вставки из резины и щетинок. В задней части устройства расположен прозрачный съемный модуль для воды и мусора. Нажав на фиксатор, можно отсоединить совмещенный модуль от корпуса робота. Такое исполнение модуля очень удобное. Одним движением получаем доступ к пылесборнику и баку для заливки воды. Чтобы отсоединить пылесборник от бака, нужно поднять ручку и потянуть вверх. Вверху мы видим инструмент для чистки фильтра и центральной щетки. Это очень удобное размещение, всегда под рукой. Всасывающее отверстие закрыто клапаном, который предотвращает высыпание мусора при извлечении контейнера. Объем контейнера 400 мл. Внутри контейнера в верхней части расположена тройная система фильтрации в виде сетки, поролона и HEPA фильтра. Бак для воды объемом 300 мл. На боковой части расположены контакты, а это значит, что внутри бака установлен электромагнитный клапан, с помощью которого можно регулировать подачу воды на салфетку. Вода на салфетку поступает через 4 отверстия в днище бака. Сама салфетка крепко крепится к пластине на липучке и резинке с 2 сторон. Далее прикрепляется к баку для воды. Благодаря вот этому магниту робот-пылесос узнает об установленной пластине с салфеткой. Основные технические характеристики Yeti K650 представлены на экране.
Чтобы раскрыть весь потенциал робота-пылесоса, нужно установить мобильное приложение. Для этого сканируем QR-код. У меня приложение уже установлено, так как пользуюсь роботом-пылесосом Yeti 2 Hybrid. Обзор есть на канале. Нажимаем «Добавить устройство». Оказывается, компания Yeti разработала новые модели роботов со станциями самоочистки. Пока в продаже их нет, ждем, когда анонсируют. Выбираем K650 и далее все по инструкции. После подключения устройства решила обновиться до актуальной версии. В главном интерфейсе можно выбрать один из трех режимов уборки. Край – режим уборки только вдоль стен и препятствий. Авто – робот будет убирать всю доступную площадь. Локальная – робот начнет уборку по разворачивающейся спирали. Стоит отметить, что робот не строит карту помещения. На экране показывается анимация алгоритма работы. Чуть ниже кнопка слева перекидывает в раздел активации магнитной ленты. Пример использования такой ленты показан в приложении. У меня есть такая лента, и скоро мы ее протестируем. Кнопка справа принудительно возвращает робота на базу для зарядки. В меню настроек можно регулировать мощность всасывания, всего 4 уровня, выбрать интенсивность смачивания салфетки, включить режим «Не беспокоить» в заданное время, настроить график уборки в определенное время и дни недели, просматривать журнал уборок, следить за состоянием щеток и фильтра, настраивать громкость и язык голосовых оповещений. Всего представлено 11 языков, в том числе русский. Вот как это реализовано. Начинаю уборку. Уборка приостановлена. Я не касаюсь пола. Включите меня перед зарядкой. Также можно изменить имя робота, ознакомиться с разделом часто задаваемых вопросов и по звуковому сигналу найти робот-пылесос. Я здесь. Yeti K650 поддерживает голосовое управление через Яндекс.Алису. Все доступные команды отображены в приложении. Переходим к тестам. Для начала проверим навигацию робота-пылесоса и алгоритмы обхода препятствий. По клочкам бумаги будет видно пропущенные области. Также протестируем барьер в виде магнитной ленты. Yeti K650 ориентируется при помощи гироскопа, датчика движения и ИК-датчика в бампере. Карту помещения Yeti не составляет, но достаточно рационально планирует маршрут уборки, двигается S-образно. Вдоль стен он проходит на минимальном расстоянии и отлично обходит углы. При обнаружении препятствия замедляет ход и плавно касается поверхности бампером. На коврик залетает шустро, боковыми щетками не цепляется. Барьер из магнитной ленты работает, робот дальше не едет, и это хорошо. Больше не надо выстраивать барьеры из подручных предметов. Магнитная лента достаточно тяжелая, поэтому хорошо прилегает к полу. После полной уборки всей доступной площади помощник дополнительно проходит по периметру комнаты. Тут я ожидал окончания уборки, но этого не случилось. Робот снова начал S-образную уборку, потом обмел вокруг колонки, и это хорошо, конечно. Прошел еще 2 раза периметр и наконец сообщил радостную новость. Возвращаюсь на зарядную станцию. Поиск базы происходит на ощупь, едет по периметру, пока не уловит сигнал с базы. Он все-таки завершил уборку и сам вернулся на базу для зарядки. Так как робот-пылесос решил убраться несколько раз за один цикл, он накатал 25 квадратных метров за 21 минуту, зато неубранных мест точно не осталось. Далее протестируем мощность всасывания и качество уборки на ламинате. Для этого рассыпал разный по весу мусор и разбросал волокно для валяния. Установил валик с резиновыми лепестками. Робот-пылесос отлично справился с поставленной задачей. На валик намоталась большая часть волокна, но чистить его не так сложно, как щетинисто-лепестковый валик. Тот же мусор разбросал на коврик, в этот раз поставил щетинисто-лепестковый валик. Робот-пылесос собрал весь доступный мусор. Волокно также намоталось на валик. 16-мм панель из ЛДСП он преодолевает без проблем. Проблем с проездом темных покрытий не наблюдается. Черный коврик робот не распознает как перепад высоты. Датчики настроены правильно. По наклонной поверхности пылесос легко заезжает, колеса не проскальзывают. Для влажной уборки нужно залить в бак воды, намочить микрофибру, пристегнуть ее на пластину и закрепить к дну бака. Интенсивность подачи воды можно регулировать через мобильное приложение. Влажную уборку он совершает качественно, тряпку увлажняет равномерно и хорошо освежает пол. Все пятна оттер, тест пройден. Yeti K650, несмотря на цену в 10 тысяч рублей, умеет качественно выполнять сухую и влажную уборку. Управлять пылесосом можно через простое и удобное приложение и через Яндекс.Алиса. Поддерживает магнитные ленты для ограничения области уборки.
Из минусов это проблемы с навигацией, так как совершает большое количество проходов по одному и тому же месту за один цикл. Возможно, это поправится следующим обновлением прошивки. В целом, это отличное соотношение цены и качества. Робот-пылесос подойдет для небольших квартир с простой планировкой. На этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, группы ВК, Инстаграм и Яндекс.Дзен. Всем пока!